Незаметно, как это бывает в жизни, мы подошли к 52-му выпуску. Поскольку в году 52 недели, это означает, что ровно год назад, в конце сентября, вышел первый выпуск нашего канала «Ширяев и Ширяев» на YouTube. Обратите внимание, не на Рутюбе, не ВКонтакте, а именно на YouTube. Это был и остается наш единственный канал. В то время мы занялись совершенно незнакомым для нас делом. Вообще даже близко никто опыта такого не имел. Но нам сходу повезло. Нам помогала организовывать канал команда профессионалов, высоких профессионалов, я бы даже так сказал. И без них, конечно, ничего бы у нас не получилось. Сейчас, год спустя, я хотел бы сказать: ребята, спасибо вам большое, всем, кто помогал нам делать те выпуски в первые месяцы. И за суетой дел, за этим бесконечным напряженным графиком выпусков мы помним о вас и желаем вам успехов в вашей работе. Сама концепция, поскольку мы ведем в эфире живую беседу, предполагает сразу же и риск ошибки. И она весьма возможна. Ну, например, вот в последнем выпуске вы совершенно правильно отметили, что Борисов находится на восток от Минска в 60 километрах, а Столбцы, про которые я не сказал, где я проходил практику после учебы, и где стояла та самая польская казарма, находится в 70 километрах на запад, в противоположную сторону. Вот так память уводит в сторону, и порой забудешь вернуться и пояснить какие-то важные детали. Ну, конечно, я благодарен за вашу снисходительность, за то, что вы, в общем, поправляете меня, и вместе мы выруливаем из этих ситуаций. В будущем такие оговорки вполне возможны. Но в целом, в главном, конечно, мы стараемся говорить о том, что интересно в первую очередь все-таки вам, основываясь на ваших вопросах, ваших просьбах. Все это происходит, в общем, потому, что весь опыт моей работы в газете более 25 лет, он противоречит тому, что я должен делать на канале. То есть я всегда писал тексты. И вы вполне возможно даже замечаете, что когда я говорю, я зачастую как бы проговариваю текст, как будто я его сейчас записываю. И обдумываю конец фразы. Я привык к тому, что потом можно все отредактировать, перепроверить, сделать окончательный вариант. А вот природа живой картинки, то есть видео, изображения и окончательного текста на бумаге, они настолько противоречат друг другу, что даже в записи далеко не все можно исправить. Ну, не все шло так, как было задумано изначально. Конечно, вместе с концепцией была продумана и техническая часть нашего проекта. И осенью началось то самое знаменитое торможение YouTube, которое повлияло абсолютно на все каналы. И нам стало понятно, что мы не выдерживаем параметры, заданные изначально при проектировании. Сейчас уже можно, наверное, и сказать вам, что в начале марта мы должны были закрыться. Мы планировали, сказать вам добрые слова за вашу поддержку и попрощаться. В общем, мы не сомневались, что мы делали правильно все. Ну, так вот, видимо, сама жизнь повернулась против нас. Но нам снова повезло во второй раз. В этот самый момент мы вдруг начали получать существенную очень поддержку от вас, от наших зрителей. И мы поняли, что сможем продолжить, потому что благодаря этой поддержке нам удалось собрать, не в топовой конфигурации, а в очень скромной конфигурации, но все-таки все необходимое для продолжения проекта. Многие из вас спрашивают, что из себя представляет, что это за символ такой, вот эти вот заборы, которые стоят постоянно у нас на столе. Это спрашивают люди, которые
смотрят нас не с самого начала, посмотрите самые первые выпуски, первые 3-4 месяца, и вы увидите, что это были настоящие театральные декорации, мощные, бетонные заборы стояли сзади, такие традиционные казенные заборы вокруг советских и российских воинских частей. И мы, памятуя о том периоде и о той команде, которая нам помогала, оставили эти заборы у себя на столе вот в таком вот виде. И наш проект продолжил жить. Благодаря вам, исключительно благодаря вам. И в тот момент мы вдруг ощутили, что мы не одни. Спасибо вам за это огромное. И куда бы нас судьба не повела, какими тропинками, мы об этом будем помнить всегда. Теперь, пожалуй, о самом сложном. На территории Украины разразился самый тяжелый вооруженный конфликт, самый масштабный за всю историю Европы после Второй мировой войны. Это специальная военная операция. Она пробудила такие эмоции в людях и в России, на Украине, и в Европе, и по всему миру. Такие породила ангажированные позиции, связанные с приверженностью той или другой стороне, что это очень серьезно мешает и объективному анализу, вообще трезвому взгляду. Но мы поняли вашу реакцию, то есть просмотры, ваши замечания в чатах, ваши письма, поняли так, что объективный взгляд, он необходим. И мы все-таки, несмотря ни на что, постараемся говорить о военных темах объективно в будущем. Ну, максимально объективно, как позволяет нам ситуация. И я надеюсь, что на следующем, втором году существования нашего канала мы вас не разочаруем. Спасибо вам за помощь и спасибо вам за участие. Видите, мы снова сменили место дислокации. Наши подписчики писали нам: давайте снимайте здесь до самой золотой осени. Мы пытаемся соответствовать. Ну, да, по крайней мере, клены уже желтые. Что касается нашего выпуска, наверное, традиционно начнем с положения на фронте. На этой неделе, согласно данным Минобороны, российские войска заняли 2 населенных пункта в ДНР. Это Переездное и Муравка. Еще 2 в Днепропетровской области. Это Березовая и Калиновская. А также российские войска заняли 1 населенный пункт в Запорожской области. Это Новоивановка. Сама военная топонимика за последнюю неделю свидетельствует о том, что наступление в основном развивается, ну, по названиям, которые ты сейчас вот произнес, да, населенных пунктов, развивается в большей степени на юго-востоке, на юге Донецкой области, там, где она соединяется с Днепропетровской и Запорожской. Угу. Вот, там продолжает неукоснительно точно так же наступать группировка «Восток». И если уж применить такой термин стратегический взгляд, то есть оценить весь фронт, там, 1500 километров, все, что на нем происходит, то, ты знаешь, вот не отпускает ощущение, что Сырский сознательно жертвует территориями на юге Донецкой области, Запорожской области, значит, Днепропетровской, поскольку все силы сосредоточил в районе Покровска и Мирнограда. То есть там у него нет резервов, чтобы остановить вот это наступление, и он просто закрывает на это глаза. Там очень неспешное наступление, но оно неукоснительное. Там, видимо, ничего сделать не могут. Ну да, потому что вот действительно это отрезок между Покровском и Константиновкой. Там действительно все замерло, как будто бы. Не замерло, а войска пребывают в бесконечных, так сказать, вот, напряженных боях, но одновременно ничего не могут противопоставить друг другу, никакого перелома не достигается. Но самые напряженные бои, они действительно идут там. Угу. Туда
значит, командование украинское собрало все резервы и постоянно подписывает этот район новыми резервами, может, как деньги их там добывают. Есть одно обстоятельство. Значит, украинским войскам удалось занять село Паньковка. Оно находится на восточной части вот этого выступа длинного, да, где находятся российские войска, и оперируют 2 бригады. Значит, части этих 2 бригад. Значит, соответственно, напротив этой Паньковки тоже стоят украинские войска с запада, и между ними дистанция сократилась до 3,5-4 километров, приблизительно. То есть, по идее, вот пройти эти 3 километра и замкнется окружение полноценное, уже не оперативное. А так вообще российские войска там сражаются в оперативном окружении длительное время уже. И вроде бы, почему нет, но вот легко сказать, трудно сделать. Несмотря на то, что там сосредоточены самые лучшие вот части ВСУ, вот прямо в этом месте, но тем не менее, значит, не получается. Они двинулись по направлению от маяка, на маяк, да, с другой стороны, приблизительно, там, скажем, откуда-то из района Шахова по руслу реки. Так вот развивается военная мысль человечества, нашей цивилизации, что в древнейшие времена пригорок был нужен для того, чтобы подальше взглянуть, увидеть, да, раздвинутый горизонт. Потом высота использовалась, потому что с нее дальше стрелы летят. Потом артиллерия стала использовать высоты, потому что более точные выстрелы получаются, в том числе с высот. И все форты потом строились крепостью с учетом вот этого обстоятельства. И вот теперь пришло СВО, все перевернулось, дроны царствуют над полем боя. И выяснилось, что необходимо раздвигать радиогоризонт, чтобы между дроном и оператором дрона была прямая видимость и устойчивая радиосвязь. Смотри. И лопасти пропеллеров, и устройство связи с оператором в дроне получают энергию от одной батареи литий-ионной. То есть расходовать можно на полет, а можно расходовать на связь. Как только связь ухудшается, устройство само начинает тратить больше энергии. Ну, также мы прекрасно это знаем по нашим мобильным телефонам. Если плохая связь, мобильный телефон быстрее разряжается. Это что-то из древних времен, когда связь действительно большой процент. Когда была плохая связь совсем. То же самое, значит, и в армии происходит. То есть, если у тебя больше радиогоризонт, у тебя дрон летит дальше, потому что батарейки хватает на более дальний полет. У тебя более устойчивая связь, лучше картинка, и дрон на маневры меньше энергии даже тратить. То есть, вот, ключевым, важнейшим обстоятельством планирования военного является захват плато, возвышенности и так далее. Вот, и там, где войска уходят в низину, в русло реки, например, или во враг длинный, противник получает преимущество. Вот прямо конкретно про этот случай я рассказываю сейчас, где украинские войска накапливаются в низинах. Но не везде, но на очень важной части этого плацдарма. Обе армии, и ВСУ, и российская армия, уже доказали давным-давно, что они умеют сражаться в низинах, что они умеют сражаться в условиях оперативного окружения. Все понятно, да. И тем не менее, неубиенный факт, да, тот, кто на возвышенности, получает преимущество в дронах. Вот так. Поэтому вполне возможно, что необходимо, что российское командование выжидает. Просто накапливает силы и выжидает перед решающим ударом. По моему личному соображению, накал боев и сосредоточение лучших частей свидетельствует о том, что мы в ближайшее время увидим главное сражение осени вот в этом месте. Тот, кто победит, навяжет противнику конфигурацию, свой замысел на зиму. Решается очень многое. И обе стороны это понимают. Обе стороны. Похоже, что
российская армия находится в выжидании. Появились сообщения такие, что они обсуждаются активно, и в том числе и среди военных, что якобы Генштаб России начал накапливать стратегический резерв. Стратегический резерв не бывает меньше 50 тысяч человек. Да. Вообще, на самом деле, 100 тысяч. Две армии. Одна в первом эшелоне, вторая во втором эшелоне. Но бог с ним, пусть даже одна армия. Все равно, это если вот полностью как положено, стратегический резерв, то, конечно, это не меньше 50 тысяч человек. Где они были, когда был прорыв на Золотой Колодец? Ведь не хватило резерва, чтобы ввести туда в прорыв, укрепить. Украинцам удалось быстро все это остановить и купировать. И никакой резерв не помог. Поэтому я пока с сомнением все воспринимаю разговор о стратегическом резерве российской армии, поскольку мы его не увидели в решающий момент. Вполне возможно, что с опозданием это все-таки сейчас делается. По крайней мере, разговоры о переброске, сосредоточении различных частей ВДВ и морской пехоты в одном месте, там значительно восточнее, он действительно получает свое подтверждение от источников. Ну, посмотрим. Один из важнейших участков фронта, который, я так понимаю, почти не двигается, это южнее Константиновки, это Клебанбыкское водохранилище, населенный пункт Клебанбык и соседний там населенный пункт. Да. Минобороны выпустила специальное заявление по этому поводу, что идет зачистка этого плацдарма южнее водохранилища, что в окружение попали части двух очень известных, на основе, в основном они, как бы считается, националистическими такими, да, соединениями. Это запрещенные в России Азов и Людь, соединения, они попали вот в эту западню, что 1 августа было заблокировано выход у западного края водохранилища, и 23 августа заблокирован выход у восточного края водохранилища. Перекрыты все дороги. И вот на этом обширном плацдарме, так приблизительно 15-20 квадратных километров, по сообщениям Министерства обороны, там действовало 800 человек. А сейчас осталось якобы 80. Так, если 80 человек там осталось, это значит, мы через неделю должны услышать, что плацдарм за Клебанбыкским водохранилищем южным ликвидирован. Все, там больше никого нет. Потому что 80 человек. Вот. Как они действительно эвакуировали раненых, я не понимаю. Потому что это важнейшая часть боевых действий. Да. Для этого специально вот эти вот однодневные перемирия делали, в частности. Да, точно. И вот попытки снабжения организовать на плотах, конечно же, с помощью беспилотников доставляли там боеприпасы, провизию, но человека, раненого, беспилотники не несут. Это точно, они не могут. Вот, поэтому вполне возможно, что это так. Но это означает, что подходит конец длительной эпопеи. А я говорил об этом окружении, бог знает когда, месяца 3 назад, да, что вот оно уже все назрело. Это просто говорит не о том, как я прозорливо, а о том, как же долго все развивается, как не спеша, что один участок 1 октября заблокирован, выход заблокирован 23 августа, вернее, 1 августа, 23 августа, 23 дня между двумя важнейшими действиями. Все это очень не спеша. Но, правда, ты знаешь, я обращаю внимание, что поскольку по статистике количество погибших уменьшается, похоже на то, что взят курс общий такой вообще по всему фронту на выполнение боевой задачи по возможности минимальными потерями. Значит, не получается выполнить боевую задачу, подождем, накопим сил, не будем торопиться. То есть российская армия действует очень-очень неспешно. Так, как будто у них в запасе вечность. Это довольно контрастирует с тем, что говорили до этого, когда назревали... якобы готовилось перемирие и так далее, и тогда, мол, российские войска начали более активное наступление, чтобы успеть побольше территории захватить. А теперь все.
Это прямо действительно можно соотнести с политическими событиями, переговорами с, значит, президентом США. Но тут еще надо сказать, что это такой образ действий, не назову это даже тактикой, такая директива, она находится, ну, в прямом противоречии, ну, с ожиданиями наших зрителей, украинцев, европейцев, всех. Да? Все ждут, ну, так человеческий мозг устроен, каких-то быстрых событий. Да. Прорывов, там что-то, вот город взят, или наоборот, город оставлен. Наглядных каких-то... Да, каких-то наглядных вещей. А этот образ действия, ну, никак он не дает ничего наглядного. Поэтому остается полное ощущение тишины и спокойствия. Вот сейчас идет, вот, например, обход Купянска с северо-запада. Ровно теми же самыми темпами, неспешными, ну и городские бои там внутри тоже идут, да. Несмотря на то, что там Герасимов заявлял на совещании, все развивается, тем не менее, вот прямо вот ровно по этой парадигме. Я к чему? Что ни труба это, о которой мы рассказывали, там особого значения не имеет, ничто, просто вот так вот молотят в стороны друг друга, одна из сторон все время продвигается. То есть, и вроде бы и часть важная, о которой все время говорят, ну, Купинская, я имею в виду. Да. А с другой стороны, вот комментировать за эту неделю там нечего. Если говорить о ситуации вообще общей, да, по всему фронту, то у российской армии продолжают оставаться преимущества, которые ей позволяют поддерживать вот эту стратегическую инициативу. Да. Неуспешно продвижение. Это, конечно, преимущество в артиллерии, в авиации, вот, в традиционных средствах. Даже тяжелые огнеметные системы до сих пор используют, хотя у них очень небольшая дистанция стрельбы, и по нынешним-то временам их украинские операторы дронов должны уничтожать прям сразу. Тем не менее, они все равно используются на фронте. То есть, вот эти все, как можно было бы подумать из моих комментариев, безнадежно устаревшие там какие-то вещи, нет, они используются. И свою роль вот на чаше весов они играют, да, они вот придавливают эту чашу весов, и стратегическое преимущество российской армии сохраняется. Даже если в условиях, так сказать, там, наступления Россия больше теряет войск. Это отдельный разговор, мы сейчас ее касаться не будем, там, потери я имею в виду. Вот, что касается вот украинской же армии, опять-таки, смотри, бойцы, ну, не то, что сознательно отказались, но поневоле так получилось, все меньше и меньше брали, сейчас вообще перестали брать с собой, не хотят брать эти вот джавелины, помнишь, разговоров сколько было в начале специальной военной операции, что они спасают фронт и так далее, они очень тяжелые. Их надо приводить, активировать в боевое положение, непростая процедура. Летят на 3 километра, а дрон вылетает из глубины обороны, и тот же самый танк уничтожает, так сказать, да. Ну да, Джавелин, хотя бы, конечно, он круто выглядит, но это все равно такая штука явно из прошлых времен, да, уже. А время-то прошло совсем вот 2 ну, года. Ну, подожди, ну, Джавелин... В прошлые времена мы, когда говорим, кажется, ну, там 10 лет, 20. Не-не-не, я имею в виду, Джавелины доминировали 20 лет назад, там, и так далее. Да, не доминировали еще 2 года назад. Но вот не берут с собой на операции даже ручные гранатометы противотанковые уже. Я уж не говорю о тяжелых вот этих реактивных установках противотанковых «Стугна» украинских, которые надо тащить на себе. То есть, это все постепенно сходит со сцены. Значит, то же самое, что и в российской армии. Практически. Ну, как и крупная военная техника, теперь и вот это. Тоже. Да, да, раз, ну, танков-то нет. Почему стрелять? Да, все, конец. И все больше и больше, особенно для тех, кто находится в наступлении, вот в продвижении, требований предъявляется к пехоте. К простой пехоте, которая должна пройти вот эту серую зону в обе стороны, преодолеть, на себе нести какое-то устройство радиоэлектронной борьбы, помимо оружия, личного и боезапаса, еще и питание и воду. И вот это все вместе накладется на... Обычный пехотинец, да, обычный штурмовик. Да, ну, то есть это и как больше того, спецназовец уже. Вот.
это требования, которые даже к спецназу не всегда предъявлялись в прошлые годы. То есть настолько повысилось требование. И он должен быть умный. Он должен видеть поле боя и все соображать, куда ему идти. Их всего 2 или 3 в группе. Понимаешь, когда вот инфильтрация происходит, они должны постоянно иметь связь с другими группами, понимать, где они находятся, а где соседи. И вот как раз сейчас Белоусов рассказывал на совещании о том, что в сентябре-октябре пройдет апробацию система, значит, которая позволит, ну, программное обеспечение, которое позволит бойцам улучшить свою осведомленность о поле боя там, онлайн, да, это, конечно, дорогого стоит. Ну, использование ИИ, да. Говорили. Да. Это прям вот для этих групп, это вот номер один. Это гораздо важнее связь в такой ситуации, чем многое-многое другое. И вот он, человек, на который все нагрузилось. Сейчас пехотинец квалифицированнее, умнее и гораздо более сложный механизм, ну, если так можно выразиться, о человеке, да, чем, допустим, там вот в Афганистане. Просто несопоставимые вещи. Он находится, группа в отрыве 3-5 человек. Если ты раньше ждал команды командира, здесь ты сам должен все решать. Можешь себе представить, на поле боя. Вот так все это развивается. И нет сомнений, что вот эта серая зона растет в обе стороны. Помнишь, мы говорили о вот этой линии дронов, о которой этот Мадьяр развивал эту теорию, да? Украинцы до сих пор очень сильно на нее надеются, что она остановит все. А теперь выясняется, что она в обе стороны растет. Что линия дронов, kill zone точно такая же там, на украинской стороне. И российские операторы дронов точно так же уничтожают все, что там видят, с той стороны. Так что не так все просто оказалось. Они охотятся, вот я говорил про низины и высоты, да? Пошла массовая охота за устройствами, которые позволяют раздвинуть радиогоризонт. Антенны, в первую очередь. Ну, конечно же, ретрансляторы, которые летают на беспилотниках, но антенны, в первую очередь. Потому антенны же, они же не очень большие, они незаметны. Они могут быть просто проводом. Разве их можно так легко засечь? Вот это конечная точка выхода радиоизлучения на антенне. Да? Украинцы в кирпичи силикатные или красного кирпича, которые засовывают. Абсолютно, можно. И вставляет в высокие стенки, понимаешь? Ну, то есть, есть там разрушенные здания, предположим, кирпичные, да? А оно, на самом деле, является и на самом верху стоит кирпич, который, на самом деле, является окончанием антенны. Вот. И эти кирпичи, ну, или вообще вот замаскированные всеми способами антенны, значит, операторы Рубикона, они разыскивают их с помощью устройства радиоэлектронной разведки. То есть, они ищут излучение. Потому что на глаз уже... Пеленгуют. Да, пеленгуют. Уже на глаз уже не увидишь. Ну, конечно, особенно учитывая, что за счет вот такого вот кирпича можно, грубо говоря, здание превратить в один большой передатчик такой, если там какие-то металлические листы. И мы с тобой видим вдруг видео, вот ни с того ни с сего стоит какое-то полуразрушенное здание, и вдруг в него влетает, значит, ракета или дрон там мощный, да, взрыв, оно уже, зачем? Стенка же была просто. Оказывается, это в антенну стреляли. Понимаешь? Вот, максимально логично. Да, вот это все уже борьба идет за устройство, обеспечивающее радиоэфир. А это опять высота, это опять радиогоризонт. В общем, все непросто. Борьба с переменным успехом идет, конечно же. Украинцы используют еще в больших количествах ретрансляторы, даже 2 ретранслятора, когда один беспилотник передает сигнал другому беспилотнику, а тот еще сюда, на очень большие расстояния может залетать. И эти беспилотники аж немедленно начинают сбиваться. Ну, то есть, их ищут и сбивают. В общем, много мы еще чего увидим интересного вот в этой части. Если мы вот еще говорим о положении украинской армии, то очень интересно посмотреть на спутниковые снимки укрепления вокруг Гуляйполя. Угу. Их строить-то начали года 1,5 назад, это точно совершенно, а то и больше. И строили по правилам и наработке тактики, которые господствовали на поле боя тогда, 1,5 года назад. И видно уже сейчас, что укрепление полностью не соответствует нынешним реалиям. То есть, это сплошные линии, значит, ну, окопы, я имею в виду, да, линии окопов там,
противотанковые эти зубы дракона. Ну, в общем, много-много чего. В несколько рядов все это стоит. То есть, укрепления рассчитаны на постоянное присутствие личного состава, то есть, бойцов там, внутри этих окопов. Уже ничего этого нет, оказывается. И боевые действия в Покровске, они, ну, и вокруг Покровска, они перевернули все. Исчезли сплошные линии фронта. Все, так сказать, и, оказывается, гуляй-поле защищено уже по старым как бы лекалам, да, все это. И если войска Теплинского и группы «Восток» двинутся навстречу друг другу, гуляй-поле, и укрепления надо будет переделывать, то есть другие делать. Вот как быстро все устаревает вот, на фронте и в образе действия войск, соображений военачальников и так далее. И здесь, конечно, решающую роль командиры соединений они несут, потому что от их там воинских талантов, образования, хитрости, смекалки зависит, как они осваивают, адаптируют эти изменяющие обстоятельства, зависит вот буквально все. Натурально совершенно. На каждый примененный новый ход какой-то противник выдумывает контрход. На этой неделе Украина провела несколько атак на юге России. В первую очередь это был Крым. Были удары, в частности, по курорту Форос. Потом была атака в Новороссийске. И для этого применялись также те самые беспилотные катеры «Магура». Да, и по Туапсе тоже. Значит, в Туапсе в море выходит мол, с которого там поверху мола проходит трубопровод, и нефтью заливает подходящий танкер. Новороссийск – крупнейший порт нефтеналивной. Во-первых, конечно, поскольку катера прорвались туда, мы видим, что контроля над всей акваторией Черноморья, Восточного Черноморья не установлен контроль этот. Их пропустили в первую очередь. Это дневная атака, не ночная. Это видео, когда российский беспилотник видит этот катер «Магура» сверху, он настолько это видео очевидное. То есть, прям длиннющий белый след, его с орбиты спутник видит, не то, что там беспилотник. Это совершенно очевидно свидетельствует о том, что контроль над всей акваторией его нет. То есть, его не то, чтобы проспали, его и не было. То есть, они прорвались в очаговую зону такой вот, местной обороны. Ну, и их уничтожили там просто из стрелкового оружия. И один катер в Туапсе прорвался и ударил по молу, где вот нефтяной причал, где заправляются танкеры. Не заправляются, а загружаются. Перерыва в поставках нефти не наступило. Хотя это сказалось на цену на нефть. Да, но это биржа всегда реагирует на все события. Перерыва не наступило. То есть ущерб не нанесен такой, чтобы остановить, так сказать, загрузку танкеров. И одновременно была проведена воздушная атака, и дроны тоже пролетели, значит, систему, какая уж она там была, противовоздушной обороны России, преодолели и попали в штаб-квартиру Каспийского трубопроводного консорциума. Это в основном казахская нефть из Казахстана течет, и так далее. То есть это такое как бы воздействие на менеджмент, так скажем, да, там люди были в это время. В общем, это и демонстрация для Трампа, вот как мы умеем, вот как мы можем, мы тоже боремся, потому что атаки на беспилотников дальнего действия, на все уже давно знакомые уже нефтеперерабатывающие заводы на территории России, они продолжаются неукоснительно. Да? Вот. Это стратегический план Украины. Да. Прямо стратегически. Они пытаются остановить, внести дезорганизацию в экономику, внести сумятицу. Очереди возникают, особенно в Крыму. Особенно в Крыму. На бензозаправках и так далее. Как я могу резюмировать это применение беспилотных катеров? В общем, по большому счету, никак.
Почему? По сравнению с беспилотниками вот, воздушными, это ни о чем просто удар. Просто ни о чем. Все. Даже если они воткнулись в мол, это не тот ущерб, который может все остановить. И тут интересно совсем недавнее заявление Зеленского, когда он сказал, что Украина будет продавать оружие за границу. Украина, которая нуждается в оружии вот так вот, понимаешь, будет продавать свое оружие за границу, и среди них вот эти вот морские дроны Магура, как он сказал, они у нас в профиците. Ошибка ли это была когда-то? Я думаю, что нет. Но так быстро повернулась ситуация, что вот этот класс оружия, неожиданно возникший, на наших глазах стремительно устаревает. Ну, скорее нет, он скорее просто становится диверсионным оружием, не более. Да, точно, совершенно. Это не настоящее боевое оружие моряков. Это оружие диверсии. Слушай, это голубая мечта морских пиратов. Каких-нибудь йеменцев, там вот этих хуситов, вот всех, кто оперирует на море, сомалийских пиратов. Ты периодически возвращаешься к теме того, как важны международные договоры и то, как страны одна за другой выходят из этих договоров. Мир поменялся, да, новый мировой порядок такой. Но, тем не менее, вот на днях Владимир Путин заявил, что Россия продолжит соблюдать условия договора о стратегических наступательных вооружениях. Правда, что это означает, не очень понятно. Ну, смотри, важное событие. В этом договоре очень существенная деталь. Его нельзя продлить. Ну, раньше были договоры, которые там исполняются. 5 лет прошло, если стороны не уведомили о расторжении, значит, автоматом он продлевается, и все. И не надо договариваться при продлении о его деталях. Продлевается на тех условиях, которые были. Этот договор один раз продлевается по условиям, больше его нельзя продлить. То есть он в феврале истекает следующего года, и надо договариваться, обсуждать следующий договор. То есть уже какой он будет, так далее. А это сделать сейчас, когда так резко ухудшились отношения между США и Россией, чрезвычайно тяжело, очень трудно. Это не те относительно благожелательные, так сказать, условия, в которых он заключался, когда Дмитрий Медведев, будучи президентом, еще с Обамой заключал. Вот поэтому единственное, что можно было, наверное, придумать вот тут на ровном месте, это объявить о соблюдении его условий далее на добровольных началах, даже не обращая внимания на США. Но он сказал, что да, все будет зависеть от того, как ответят американцы, будут они их соблюдать или нет. Значит, там самое главное – это количественные ограничения. И смотри, есть носители ракет. Это подводные лодки, стратегические бомбардировщики, ну и, собственно говоря, ракеты, установленные там в шахтах или подвижных грунтовых комплексах, наземные. Угу. Есть сами ракеты, вот, которые выпускают. И есть боеголовки, которые внутри этих ракет установлены. Боеголовки могут быть моноблочные или разделяющиеся. Вот по этому договору Россия и США ограничили себя. Значит, они должны иметь не более 800 носителей. На них установлено не более 700 ракет. Не более 700. И на этих ракетах в них совокупно должно быть боеголовок не более 1550. Все. Это очень, очень низкие пороги. Это самое маленькое количество ядерного оружия, такого стратегического, которое человечество имело со времен Холодной войны. В 60-е, в конце 60-х, 70-е годы там даже представить не могли о таких количественных ограничениях. Это действительно, если даже пошли разговоры о том, что если ядерная война случайно начнется по какой-то страшной ошибке, то, может быть, все-таки человечество не получит таких увечий, наша цивилизация, и сможет выжить. Пусть даже вот в сценарии «Безумного Макса», но все-таки выживет. И в Америке это понимают. Значит, к этому договору прилагались, конечно, меры доверия, меры контроля. Стороны, вот ты ракету меняешь местами, что ты делаешь с боеголовкой, ты должен отправить на ту сторону сообщение. Я сделал то-то, я сделал то-то. Вот на момент прекращения обмена этими сообщениями из СВО обменяли 23 тысячи с лишним сообщений. Сделали друг другу. Представляешь, какой объем шел? То есть были инспекции, как высшая форма доверия.
Офицеры американские прилетают сюда, заходят, значит, им показывают ракеты, боеголовки, демонстрируют, они смотрят и улетают. Там какие-то их интересующие детали. То же самое российские военные прилетают в США. Этих инспекций было больше 320. То есть, серьезно все. Значит, инспекции прекратили из-за эпидемии ковида. Значит, вот, не летают самолеты, все, значит, опасность. Хорошо. Не сразу умирают договоры, не сразу. Специальная военная операция уже шла давным-давно, а только с 1 июля 23 года прекратилась передача этих сообщений взаимных друг к другу. Дальше все сосредоточилось уже на контроле средствами национальных разведок. Ну, спутники и так далее, вот все, агентура, все вместе. А американцы следят за российскими силами ядерного сдержанного, Россия за американскими. Все. Но уже без этих мер доверия. Это очень плохо, но тем не менее все понимали, какое-то временное обстоятельство. В конце концов, специальная военная операция не будет вечной. Что-то все это закончится. Ковид вот закончился же? Закончился. Значит, соответственно, возможность заключить следующий договор, она будет. Она будет. Но это сверхважное вот, было достижение человечества при Обаме и при Медведеве. Так низко снизить вот эти пороги. И тут стал вопрос, а если мы снижаем, ты и я, мы снижаем порог, наш порог, у нас все меньше, меньше боеголовок, и вдруг глаза перемещаются на другой континент у обоих игроков. А там Китай сидит. И у Китая, наоборот, растет количество боеголовок и количество носителей. Ну да, они ничем не сдержаны. Абсолютно не признают. Это, грубо говоря, то же самое, что и вопросы зеленой энергетики. Когда там цивилизованные страны Европы начинают, значит, снижать свои там выбросы углеводородов, заботиться там о том, чтобы не сжигать мусор и прочее. А там у нас есть Азия и Африка, которым вообще плевать на это все. А они, наоборот, только увеличивают. Да, и как бы, а для кого ты тогда это делаешь? И китайская коммунистическая партия рассуждает так. Что-то мы должны быть связаны их договором, в конце концов. У нас намного меньше ядерных боеголовок, намного меньше ракет. Мы как бы никому не... На самом деле, как он себя ведет, никто не понимает. Как быстро они будут развивать свои стратегические силы. Там, у них очень много средств маскировки, средств обмана. Но недаром, это же Сунь Цзы сказал, война – путь обмана, да? Невозможно просчитать. И в Соединенных Штатах созрело такое консенсусное мнение уже среди экспертов, что пора отказываться от этого договора о ограничении и начинать гонку вооружений. В ближайшее время, судя по всему, мы будем свидетелями отказа США от всех порогов, ограничений, от самоограничения, и начало стартует новая гонка вооружений. У России объективно нет ни денег, да и ни желания никакого ничего для того, чтобы в эту гонку полноценно включаться. Но есть одна вещь, о которой как-то так не очень говорят. Дело в том, что когда по предыдущим договорам сокращались вот ядерные вооружения, боеголовки, которые снимались с ракет, их же не уничтожали. Они все ушли на хранение. Их потом начали утилизировать, но их сохранилось очень много. По мнению независимой американской авторитетной организации, американских ученых, на сегодня в Соединенных Штатах хранится в запасах 5500, ну, приблизительно, боеголовок дополнительно. А у России около 6000. То есть, вот эти ограничения, которые по этому договору, 1500 боеголовок в каждой стороне, их можно перекрыть в 3 раза. А для России даже в 4 раза. Конечно, не за неделю и не за год, но возникнет тенденция, которая будет расширяться. Количество боеголовок на ракетах будет увеличиваться. То есть, американцы попытаются уравновесить в стратегическом отношении и Россию, и Китай одновременно, поскольку они по своей доктрине видят и Китай, и Россию противниками. Вроде бы между Россией и Китаем нет договора-то военного. Но вот этот взгляд стратегический, американский, он поневоле командование, верховный главнокомандующих России и Китая между собой сближает. И заставляет их действовать
Ну, в парадигме как бы союзнической. Хочешь, не хочешь, но если американцы тебя считают противником, меня считают противником, мы можем сложить наши стратегические потенциалы в будущих расчетах. Такой вариант есть. И тогда Америка никогда не догонит Китай и Россию совокупно. Трамп, может быть, и убежден в этом, но мне кажется, что он хочет провернуть трюк 80-х годов, когда Рейган объявил тут стратегическую оборонную инициативу, «Звездные войны». Заставил СССР тратиться. СССР развалился просто, да. Сейчас Путин точно не будет так тратиться. Просто достанет из загашников отправленные на хранение боеголовки и начнет их ставить на ракеты. Интересная новость в сфере авиации тут прошла. Россия предложила Индии строить Ил-157 и строить их прямо в Индии. Купить сначала в России какую-то часть, 2-3 эскадрильи, а остальные провести. А в это время там будет строиться завод, переоборудоваться. Да. Не строиться, а переоборудоваться будет завод под выпуск. И там начнется выпуск, значит, самолетов Су-57. И это все как бы пока Трамп пытается наладить отношения с Индией, с их сотрудничество, партнерство наладить, а Индия, вот он, Моди пишет в Твиттере Путину: «Мой дорогой друг», или как там он писал. Да. Ну, в общем, не очень у Трампа получилось задружиться. Он же на Индию наложил 50% на эти свои бушни, там, я не знаю. Он, конечно, друг и лучший друг, как он говорит, Моди мой лучший друг, но при этом 50% получи. Но давай про самолеты. Вот проблема в чем. Недавно была война, вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном. Основная часть индийской авиации была представлена в боях французскими самолетами «Рафаль», истребителями. А пакистанцы по большей части использовали китайские истребители, которые им были поставлены. И вот по результатам боев как бы сейчас делается вывод, что пакистанцы-то имели преимущество. Если и сразу у любого восточного человека идея генеральная возникает. В чем опять мы говорим о восточном менталитете? Я не могу быть виноват в моих неудачах. А кто виноват? А вот техника. Плохие самолеты продали. Дело в том, что Индия является рекордсменом по количеству инцидентов и гибели летчиков и самолетов в мирное время. У них с этим плохо, у пакистанцев лучше. Кто знает, вполне возможно, что эти самолеты «Рафаль» французские хорошие самолеты. Но летчики такие на них сидели. Потому что в авиации от обученности летчика, я думаю, профессионализму зависит не меньше, чем от самолета. Но вот индийцы такой вывод делают. Плохие самолеты. Самолеты американские F-35 американцы им не продадут. Или продадут только с условием, что вот полного обслуживания американского, никакого вмешательства и никаких технологий американских индийцы не приводят. В этих условиях, когда вот этот конфликт с Пакистаном показал такой дисбаланс, индийское командование могло подумать, что выхода нет, опять надо к русским обращаться, потому что они первоначально предложение компании Сухого о закупках этих самолетов отвергла. И был совместный проект о разработке на базе Су-57 совместного индийско-российского самолета 5-го поколения. Они из него вышли. Сейчас второй виток этой истории развивается. Они говорят: хорошо, давайте, будем закупать. И тут Россия делает резкий ход неожиданный. Я довольно много времени потратил на выяснение обстоятельств, в общем, эксплуатации самолета «Рафаль». Как делают французы? И не одни они, это американцы то же самое. Вот самолеты сейчас представляют свою совокупность компьютеров. Большое количество, до 40 компьютеров в одном самолете. Они связаны единой операционной системой. Это цифровой код. И вот «Рафаль» меняет что-то конфигурация, новую ракету.
новые какую-то вот бомбу там вставляют, другие запчасти какие-то туда, части, сразу меняется программный код. Вот, программный код является полным секретом. В результате Индия закупает «Рафаль» по очень большим ценам, там, от 100 до 120 миллионов долларов за штуку, даже такие цифры есть вот в прессе. И подписывается навсегда на постоянные платежи по обновлению. Вот как мы получаем обновление системы Android или там OS бесплатно. А там раз изменение плати, раз изменение плати. И это помимо еще обслуживания технического все вместе. В общем, и вдруг выясняется, что, ну, по крайней мере, вот в эфире прям индийский генерал, большой специалист, сказал, что, по идее, русские предлагают свой программный код вот к этому самолету Су-57. То есть индийцы сами смогут не платить деньги русским, а что-то там у себя делать, да, с этим делом. Кроме того, у этого самолета, ну, индийцы считают, что у него недостаточная вот эта стелс-технология, а хуже американской. Его лучше видно на радарах, но он малозаметный, все равно малозаметный считается. Но у них есть, у этих самолетов, ракета Р-37, которая на дистанции сбивает другие самолеты на дистанции до 300 километров. Очень дальнобойная. Но что такое 300 километров вглубь Пакистана? Ну, я тебе скажу, ну, чуть не полстраны. Ну, не полстраны, но очень-очень большая территория Пакистана сразу перекрывается. То есть, пакистанские самолеты взлететь-то не смогут. То есть, они взлетят, ну, там, типа, собьют их, понимаешь? Если, конечно, индийские летчики сумеют это сделать. Вот такие выгоды, такие преимущества. И очень может быть, что, конечно, вот эта компания, которая Су-30 МКИ сейчас, российский истребитель, собирает у себя на заводе, перестроит свой завод и научится делать Су-57. Вполне, это очень дорогой истребитель, но, тем не менее, он будет намного дешевле даже французского «Рафаля». И уж не говоря про F-35 американский. То есть, вооруженный конфликт с Пакистаном поставил индийское командование в такое положение, что они вынуждены были, хочешь не хочешь, все-таки обратиться к России. Вот такая история. И я думаю, что вот эти вот дружеские объятия Путина, Моди и так далее, за ними стоит не только там покупка нефти, но еще и вот такие соображения. Конечно. Они постоянно пытаются производить свои вооружения, самый современный танк, который у них не очень получился. И вот у них была программа, очень-очень давно она утверждена, длительная, по производству самолета истребителя 5-го поколения, ну, как вот F-35, Су-57. И ничего у них не выходит. Ничего. На что уж являются мастерами копирования китайцы, Да. но даже у них проблемы с производством двигателей для таких истребителей. Они не сумели пока еще полноценный такой двигатель создать. Это самая совершенная вообще техника. Да, да, и таких стран меньше, намного меньше, чем стран, у которых есть ядерное оружие. То есть даже обладатели ядерного оружия больше, чем те, кто умеет такую технику делать, обладает такими технологиями. И, в общем, поскольку индийцы вот и свое наладить не сумели, и скопировать не получается, вот они обратились к России. Я думаю, что и у китайцев далеко не так все будет в будущем хорошо с копированием именно вот этих там. Вообще копирование – это такая штука, ну, в условиях, когда у тебя короткий промежуток времени, нужно быстро что-то произвести, и некогда ждать, когда твои инженеры, там, конструкторы все это сделают, можно обратиться к копированию чужих технологий. Это не только ракета Sidewinder, но, например, на въезде в Королев, в город, да, космонавтики, стоит немецкая ракета Фау-2. На самом деле считается, что это ракета Р-1, которую построил Королев сам, Сергей Павлович. И когда мой товарищ привез немцев туда, они вдруг на въезде оживились и начали улыбаться. Говорят, так это что, наша ракета Фау-2. Он сказал, да, это ракета Фау-2, которая была скопирована командой Королева. Но в итоге, на самом деле, на въезде не Фау-2 стоит, а Р-1. Да, да, Р-1, который является копией Фау-2. То есть, визуально различить невозможно. Она и по содержанию была такая же.
Вот. Когда вдруг стало понятно, что Германия во время войны достигла таких высот в ракетостроении, и что это перспективное оружие в сочетании с ядерной бомбой на носу, да, с ядерной боеголовкой, это уникальное оружие, так сказать, ну, которое дает фантастические преимущества на гигантских расстояниях, Сталин тут же, ну, не только Сталин, а все руководство Советского Союза, тут же вспомнил, что ракетостроение в России когда-то в Советском Союзе было. У нас в 30-х годах по ученым ракетостроителям был нанесен фантастической силой удар. Большая часть из них была расстреляна. Группа изучения реактивного движения, там, Лангемак и так далее, еще огромное количество. В лагеря залетели. И, конечно же, Сергей Павлович Королев, его оттуда выдернули в шарашку Берия к Туполеву делать самолет, бомбардировщик Ту-2. В последний момент он уже умирал, на самом деле, Королев. У него так до конца жизни и не зажили верхнюю и нижнюю челюсть, которые были сломаны ему на допросе, так сказать, в процессе допроса следователями. Он никому не оклеветал никого, не подписал ни одного договора, в смысле, ни одного обвинения, показания. В общем, так или иначе, Королеву быстро выдернули из этой шарашки, наделили особыми полномочиями, обрядили его в военную форму, и он прибыл в Германию. Там учредили специальный научно-исследовательский институт с немецкими учеными совместно, который начал готовиться к копированию этой ракеты. Они очень быстро все сделали. Следующие ракеты уже были не похожи на произведения Вернера фон Брауна. Это были уже свои оригинальные дальнейшие разработки. Поэтому показателем силы школы инженерной и научной мысли является не просто копирование, а дальнейшее развитие. Ну да, копирование, оно вообще, конечно, присуще всем инженерам. Оно просто может быть там непроизвольно, не намеренное, да, даже в дизайне, когда кто-то друг другу что-то подрезает. Когда смотришь на автомобили, в частности, вот мы видели эти автомобили в музее. Мы недавно были в музее тут, в Черноголовке, в военно-техническом музее прекрасном, в котором было много техники такой, которая, ну, явно, ну, мы не будем говорить даже там о «Фиатах» и российских «Жигулях», но даже о представительских автомобилях представительского класса, членовозы так называемые. Ну, ты смотришь, это, ну, точно что-то такое линкольновское было. Да, там. нет, вот первый, который там стоит на лимузин правительственный, это ЗИС, да, на котором Сталин ездил, это Паккард. Он прямо с Паккарда собран. И первый массовый автомобиль легковой после войны, Победа, это тоже Паккард. Потом в дальнейшем пытались делать что-то уже свое. Ну, конечно. Не очень получалось вот в автомобилестроении, именно в автомобилестроении. Все равно потом у итальянцев купили этот «Фиат» и так далее. И мы постоянно видим эти взаимствования. Но в этом музее все-таки наглядно видно, что если инженерная школа получает толчок развития, там рождаются какие-то свои там гении, которые, начав с копирования, быстро начинают делать что-то свое. Поэтому, когда мы видим вот этот ряд советской военной техники там, а это политехнический музей, там и военная техника, и гражданская, там все вместе, да, этот вот ряд стоит под навесом советской техники и немецкой техники во время Второй мировой войны. Мы видим, что ну, совсем разные вещи. Особенно к концу войны советская танкостроительная школа, иначе школа, там, которая бронетехника, ну так ушла уже в сторону от немецкой. Вообще их нельзя было сравнивать. Ну а вообще, расскажи, что за музей-то это такой? А вот на тебя какое впечатление произвело? Ну, я сказал, потрясающе. Это один из лучших музеев, который я видел в своей жизни. Обрати внимание, это был ведомственный пионерский лагерь, я так понимаю, Средмаша.
И его передали. Сначала туда свезли технику из какого-то государственного фонда музейного. Он принадлежал государству. С 23 года это частный. Вот кто там этим всем рулит, не знаю, но это люди, вот, влюбленные в технику. Абсолютно. И все остальное. Да, они совершенно. Я никогда не видел такого подборки фордов 20-30-х годов, которые там поверху идут в этом самом. И я сразу же вспоминаю этот фильм «В джазе только девушки», который начинается с перестрелки, где на этих фордах едут бандиты, бутлегеры, а их преследуют полицейские, они стреляют друг друга. И вот эти самые машины, вот они поверху стоят прям. Очень много... Вообще музей такой, я бы сказал, даже немного антропологический, потому что там вообще такой срез жизни был представлен, в частности, в одном из корпусов, где просто гражданская техника была, какие-то там транзисторы, телевизоры, значит... радиолы. В первую очередь, конечно, автомобили. И все вот это вот еще и со странными сначала удивляющими, а потом понимаешь, что... Как там в городском саду, где играет радиола, где пары что-то самое танцуют кружа, все ребята уважали очень Леньку Королеву, присвоили ему звание короля, а он ушел на войну. И ты так задумался, как радиолы разве были до войны? Я-то думал, что это уже 40-е там какие-то годы. Оказывается, были. Оказывается, были довоенные радиолы, да. В развитых странах создано очень большое количество военных, политехнических музеев с неизменной большой открытой площадкой, где собраны крупные конструкции, вызывающие интересы публики всегда. Но немалую часть этих экспозиций, большую иногда, составляют то, что мне интереснее всего. Это образцы, которые так и не пошли в серию. То есть это попытка конструкторов войти в область неизведанного, эксперимент, создание чего-то такого, чего до него никогда не было. И не всегда это оканчивается большим успехом именно на конвейере. Но они все летали, стреляли, они все ездили. У меня за спиной, в частности, большой аппарат, созданный экип, созданный на переломе эпох при развале Советского Союза на водородном топливе, который действительно реально летал, взлетает с укороченной площадки, то есть ему надо 600 метров всего, чтобы взлететь. Такая летающая тарелка, которая может зависать, там, использоваться в тайге, в каких-нибудь труднодоступных местах и так далее. Здесь множество уникальных новаторских вещей, которые вполне возможно уже пропали в туне, да? Памятник творцам, людям, которые продвигали вот эту великую эпоху советской техники. Отдадим им должное. Интерес к материальной истории в разных странах, он, конечно, концентрируется в этих музеях. Самое сильное на меня впечатление произвел Политехнический музей в Мюнхене. Просто невероятное, так сказать, по силе собрание достижений человеческого технического гения. Но вот такие музеи, как этот музей в Черноголовке, их должно быть много. Во-первых, нет, по-любому в каждом районе, в каждой области есть свои краеведческие музеи, в которых тоже представлена там часть... Да, но Политехнический музей сложный музей. А у нас ведь такой крутейший Политехнический музей всегда был. И потом его закрыли на реконструкцию. Он должен был открыться, кстати, вот после... Во-первых, ковид еще ударил, да, во время реконструкции, и все это замедлилось. Но потом уже СВО началось, и явно там... Да. К сожалению, непонятно, когда теперь все это. Да, но будем ждать. По крайней мере, площадь есть, что называется, для того, чтобы развернуть. Это должны делать настоящие музейщики. Я очень рад, что у нас есть люди, которые любят это, которые собирают технические достижения человека. И, кстати говоря, вот если мы говорим о прошлом, какое оно было, пытаемся понять по книгам и так далее, но вот прям совокупно сразу увидеть, среди чего двигались наши там бабушки и дедушки, да? Среди каких машин, среди каких самолетов, какой у них радиоприемник стоял на столе. В общем, всем советуем съездить в Черноголовку, если вы там из Москвы, из Подмосковья. Классный музей. Да, это... Мы просто решили с вами поделиться этим своим открытием, потому что считаем, что оно того стоит.
Ну, на этом у нас все. Спасибо большое, что посмотрели. Поставьте лайк. Мы записывали этот выпуск тут холодрыга, так что поставьте лайк, пожалуйста. В экстремальных условиях. Да. Вот. Ну и поскольку у нас все-таки год уже, как выходит наш канал, мы решили провести розыгрыш. В армии есть два типа награждений. Ценный подарок и памятный подарок. Ценный подарок – это там командирские часы, что-то там, может быть, с золотом даже, и так далее. А памятный подарок, например, грамота. Мы решили ограничиться памятным подарком, не ценным. Но мы просим всех, кто хочет принять участие в розыгрыше, пришлите, пожалуйста, в Бусти адрес электронной почты, по которой мы с вами можем по этому поводу связаться. Эти адреса и будут участниками розыгрыша. Те из них, кто выиграет, мы по этому адресу напишем вам письмо, оповестим, и уже там будем разбираться. Да, оповестим вас о победе в розыгрыше. Ну и традиционно просим вас подписываться на наш Телеграм, приходите к нам на Бусти. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, всего хорошего. До свидания.